Я тебе буду еще. Окей. Добрый день, вы на канале Модные практики, Мода практик Fashion Global. Hello, this is Global Fashion Workshop Channel. Сегодня с нами Виталий Шкригунов, и мы очень рады всех приветствовать в нашем прямом эфире на английском языке. Здравствуйте, друзья. Today our special guest is Vitaly Shkrigunov, our designer. Hello, friends. Окей. Сегодняшнее, я думаю, мы еще, может быть, пока подождем, пока люди присоединятся, но сегодняшняя наша тема посвящена джинсам. Момс, да, безусловно. I think we're going to have to wait a little bit until everybody is connecting online, so we will wait a few seconds, but I would like to say that today's topic is mom's jeans. Хочу на своем примере сказать, что раньше я до Виталия не любила джинсы, до встречи с Виталием. I would like to say that before meeting Vitaly, I didn't really like jeans that much. Я не знала, как их себе выбрать, подобрать, купить, какая форма. У меня была вот такая голова, когда нужно было покупать джинсы. I had no idea how to choose them, what model to buy, what model would fit me, and I was just going crazy when choosing them. Но благодаря Виталию в моем гардеробе появилось двое джинсов и шикарная джинсовая юбка. But thanks to Vitaly, now I have two pairs of jeans and I have a fabulous jeans denim skirt. До этого я себе покупала фирменные джинсы, но часто такая проблема, что они очень быстро изнашивается ткань, портятся от стирки. То есть я сейчас потом встану и покажу, как сидят на мне мои любимые джинсы. Before, when I used to buy the store-bought jeans and I would wear them, the fabric would wear out very quickly and it will deteriorate after a couple of washes. And later on today, I will stand up and show you how these jeans fit on me. То, что одно дело поиск джинсов, но другое дело, это, безусловно, то, как они сделаны и именно тонкости именно изготовления этого изделия. It's one thing to look for jeans. It's a whole another thing to bear in mind the design and the fit of the jeans. За джинсами стоит большая история свободы женщин. Denim fabric has a rich history of women's emancipation. И благодаря тому, что женщины завоевали брюки в свой гардероб в начале 30-х годов прошлого века, and due to the fact that women have won over their right to have pants in their wardrobe in the 1930s, началась свобода женской свобода женской эмансипации. there's freedom of Женская свобода. expression. Собственно говоря, наши джинсы Mom's это первый кирпичик в знаниях джинсового океана. Mom jeans are our first brick in the structure of working with denim, so to speak. И для меня очень важен этот курс. This course is very important for me. Так как эти джинсы, именно эта модель джинсов Mom's, because this model, the mom fit, была создана с небольшими изменениями was created with slight changes для самого важного для меня клиента, самого важного и сложного. For the most demanding and picky client that I could possibly have. Для моей мамы. That's my mom. Долгие годы я шил эти джинсы с постоянными корректировками моей мамы.
For years, I worked on my design of mom jeans for my mom. И сейчас эта модель стала доступна миллионам женщин, которые могут создать ее специально для себя. And now this fit is available to millions of women who can now sew jeans for themselves. И чувствовать себя свободно, красиво и манко. They can feel free and beautiful and mom-like. Окей. Хотела у тебя, Виталий, попросить, хочу тебя, Виталий, попросить, чтобы ты подробно рассказал про курс, из чего он состоит. Или можно, пройти поэтапно. Собственно говоря, Vitaly, I'd like to ask you to tell us a bit about the denim course, actually to tell us in great detail, maybe just step by step. Собственно говоря, сам курс состоит не из этапов, а из шагов. То есть это такой некий джинсовый путь. The course consists of several, not stages, but steps. It's a kind of a journey. И мы с вами от самого начала, от выбора ткани до финальной операции в джинсах проходим этот путь вместе. This journey that begins with choosing the fabric and ends with a finished garment, we will walk together. И параллельно создавая со мной вместе джинсы, Sewing jeans with me together. я делюсь с вами своим производственным и практическим. Я делюсь с вами своим опытом в производстве и в своем дизайнерском пути. I will share the experience that I gained during my time in the denim industry. И, собственно говоря, мы курс оформили в несколько этапов, то есть The course has several stages. То есть мы создали небольшую брошюру, которая поможет вам. Here we have a brochure that's going to help you. Создать джинсы специально, создать джинсы именно для вас. That's going to help you make your own jeans that will fit you perfectly. Брошюра состоит из эскиза технического. The brochure features a technical sketch. Спецификации деталей кроя. The specifications of all the parts of the cut. И самое важное – это схемы по градации этих лекал, то есть создать свой собственный размер своих джинсов. And the grading of the patterns, which will help you make jeans of your own size. А что это у тебя вот там лежит? And what do you have over there? И, собственно говоря, так как я дизайнер больше промышленный, а не индивидуальный портной, Since I'm more of a industrial rather than a personal tailor, я дополнил курс вот такими. here's the pattern that we have. Дополнил лекала комплектом производственных лекал. I've added the industrial patterns. По которым создаются в больших предприятиях. That are used in large companies for manufacturing. Джинсы, которые вы видите в магазинах. Jeans that you see in stores. Получается, что это эксклюзивные знания. So this is more like an exclusive knowledge that you will get, right? Безусловно, да, так как о том, как создавать джинсы, нет ни одной стоящей книги. You're absolutely right, because there is no book on making jeans that I know of. Как правило, некоторые тонкости и секреты Certain nuances and secrets книги скрывают, а мы с вами вместе в подробном видеокурсе
каждый этап рассматриваем отдельным блоком. Other people and authors concealed certain things, and in our course we will share everything we know about it with you. И самая главная особенность моего курса в том, что мы не используем большого количества специального оборудования, которое используется на производстве. The main peculiarity of my course is the fact that we don't use lots of equipment that's used on in the big industry, so to speak. Концентрируемся именно на портновском мастерстве и ваших руках. We focus on your hands and on the tailoring itself. Хочу я добавить, что очень важно понять, что Виталий не просто теоретик или человек, который шьет все подряд, как очень многие делают. I would like to add one thing, that Vitaly here is not just, he is more of a practitioner, and he doesn't sew just about anything. Но у Виталия своя студия, и он шьет всю жизнь. Человек шьет только джинсы и джинсовые изделия. Я дополню, не просто студия. Vitaly has his own studio where he's been sewing jeans, and not only jeans, but actually the clothing from denim fabric. Когда человек сосредоточен на одном чем-то, в одном направлении, он добивается колоссальных успехов. And when a person is focused mostly in just one particular area, they get to reach to the very top level. И, конечно, с Виталием мы подружились на фоне того, что на профессиональной любви к шитью, And so together with Vitaly, we got very close to this professional love of tailoring and sewing things. Спасибо, Оля. Thank you, Olga. Я дополню твои слова, что не просто студия, я создал свой собственный джинсовый бренд, и все наши клиенты-мужчины очень счастливы тому, что мы создаем именно удобную одежду, которая не сколько модная, а сколько удобная и создается для жизни. I want to add that it's not just a studio. We have also created our own brand, and we have been making jeans that make men feel comfortable, and yeah. На модных мероприятиях города всегда кто-нибудь, очень узнаваемые у Виталия вещи, их видно издалека, что модный мужчина, и он одевается у Виталия Шкригунова. I would also like to add that the clothes that Vitaly makes are very, they stand out, and you can always catch a person wearing, when you see a person wearing Vitaly's clothes, you can recognize them, it catches your eyes. Можно добавить, я прошу прощения, здесь идут приветы из Индонезии, Греции, Уругвая. So I would like to add, there are comments, greetings from, we see here from Indonesia, Greece, and Uruguay. Всем тоже большой привет! Мы вас всех Hello, любим! hello, everyone. Greetings to everybody. Так, вопросы есть, да? Я так понимаю, есть вопросы? Нет, просто все, тут Okay. много идет комментариев, да, и чтобы не упускать, они здоровы. Хотела сказать, что можно, да? Да. Благодаря нашей большой команде, нашей большой работе, теперь и у англоязычной у наших друзей англичан, и, которые владеют английским языком, есть возможность обучаться этим курсам на английском языке. And I would also like to add that thanks to our big team and the great amount of work we've been doing, our English-speaking subscribers have now a chance to learn and to get this course in English. Собственно говоря, дополню опять-таки, вспоминая Ирину Михайловну, которая завещала, так сказать, главную цель своей жизни в том, что чем больше людей научить шить.
Я как раз-таки тоже мечтаю как можно больше людей обратить в мою веру, шить джинсы. I want to mention Irina Mikhailovna, whose aim in life was to make as many people as possible learn how to sew their own jeans, and that's my life goal as well. Теперь давайте все-таки вернемся к нашему курсу. Мой курс, помимо всего прочего, тонкостей изготовления каждого этапа, каждого узла в этом изделии. Let's get back to our course. I want to say that in this course we have all the nuances and all the subtle details of making clothes out of denim. Я как по образованию инженер-технолог легкой промышленности. I am an engineer and technologist of light industry. А я по образованию дизайнер одежды, решила тоже на всякий случай сказать. And I would also like to mention that my specialty is the designer of Это clothes. мое первое образование. Я сконцентрировал последовательность изготовления джинсов таким образом, чтобы вы минимальное количество времени тратили на передвижение от одного оборудования к другому. I have created such a sequence of making sewing jeans that you will spend as little time as possible moving from piece to piece of equipment. Собственно говоря, весь ваш путь от просто материала до готовых джинсов должен составить не больше 3 часов. The entire journey from having the fabric in your hands to having the finished garment in your hands should not take more than 3 hours. Так, Оля. Оля. Не знаю, мне кажется, это фантастика, сшить джинсы за 3 часа. Но это Well, реально. I'm not sure. I think this is unreal to sew jeans in just 3 hours. Да. Помимо всего прочего, наша русскоязычная публика Besides our Russian-speaking viewers, уже имеет счастье и сшила вместе со мной не только джинсы Mom's, но и джинсы Skinny, джинсы Slim и джинсовую куртку. have been lucky to be able to sew not only jeans but denim jacket. И это большая радость, что по всему свету русскоговорящая аудитория воспроизвела то, что создали мы здесь, в Краснодаре, на юге России. And the Russian-speaking community all over the world have been able to follow our lead and sew their own jeans. И, собственно говоря, на Ольге Внимание! And Olga is wearing. Мы сделали джинсы. We've made these jeans. Для Ольги мы делали джинсы Skinny, но Ольга, Я сильно похудела. к счастью, к лету очень похудела. Подожди, давай я их поправлю, мы сейчас покажем нормально. Но, I если lost a lot of честно, я weight. Ну, похудела ты килограмм 5 сбросила, рассказывай. на 10 килограмм с весны. Unfortunately or fortunately, I've lost about 10 kilos since spring. Хорошо, окей. We tried to make skinny jeans, but Olga has lost weight, so they don't look skinny on her. Ну и, собственно говоря, давайте поговорим о самих джинсах. Let's talk about jeans themselves. Джинсы – это в первую очередь изобретение американское. First and foremost, jeans are an American invention. И, как и все американское, это стопроцентная утилитарная функция. And as everything American, jeans are 100% utilitarian and functional. Каждая деталь джинсов Every single part of jeans – это практически определенный… Сейчас, подожди, как это? Я уже сбился. Простите, Виталий.
Каждая деталь джинсов несет определенную нужную функцию и никакой декорации. Every part of jeans has its own function to perform, and little is done for beauty itself. Соответственно, это джинсы, которые, как машина, созданы для того, чтобы в них жить, работать, заниматься любимым делом, счастьем, радостью, просто для того, чтобы не думать о самой одежде. Jeans are much like a car, for example. They are there for you to live, to work, to do your chores and stuff without thinking much about the lack of comfort. И плюс ко всему, In addition to this, подытожу словами Энди Уорхола, джинсы есть и у бедняка, и даже у президента. both a poor man and a president wear jeans. И, собственно говоря, это нас всех объединяет. And jeans are something that unites us all. Но для нас привычно. Для нас привычно купить их в магазине, куда важнее их самому для себя сделать. And we are so used to buying them at a store, but it's so important to be able to sew your own pair. Да. Собственно говоря, чем вам будет интересен как раз-таки мой курс «Джинсы Момс. Готовые лекалы и пошив». Which is exactly why this course of mine will be very interesting to you, because it has all the patterns and all the information. Приобретя этот курс, вы сможете научиться шить джинсы не только на себя, но и на всех своих подружек, на маму, на заказчиц. And when you buy this course, you will be able not only to sew a pair of jeans for your own size, but also you can sew them for example, for your friends, for your relatives, or even clients, maybe. Виталий очень подробно, и в хорошем уроке рассказывает про градацию лекал. And Vitaly is also dedicated a lot of time during the lessons for grading the patterns. Поэтому, купив один раз курсы, вы научитесь шить джинсы на всю жизнь и не только себе, не знаю, обычно. So, thanks to this gradation of patterns, you can learn just once and then use this sample and then make different sizes of these jeans for the rest of your life. Так бывает, что пошил себе модную вещь, увидела подружка, хочет, чтобы ей пошили, потом еще кто-нибудь увидел, пошло сарафанное радио, и уже пол Америки хотят от вас джинсы. Because it just so happens that once you saw something very fashionable or stylish, and then your best friends see you in those clothes, and they also want to make them or want you to make something for them. And then little do you know, half of America is craving for another pair of jeans. Ну так оно и работает. But this is how it works. Я дополню, как все-таки коммерсант, как коммерческий дизайнер, как промышленный, что этот курс будет не только интересен частным партнерам, но и будет интересен дизайнерам каких-то небольших производств или вообще производственных дизайнеров. I want to add that this course will be interesting not only to personal tailors, but also to designers in small companies. Весь курс имеет опцию полностью подготовленных лекал от 24 размера до 38 размера, полностью подготовленных к запуску. То есть вы можете приобрести весь курс, выучить всю технологическую последовательность, как собираются джинсы. The course has the entire sequence of making jeans from size 24 to size 38. Which you can use to go through the entire process. И дополнить свою ассортиментную матрицу новой моделью джинсов.
and add your supply your range of designs with some more denim garments. Это очень удобный и простой способ это сделать. It's a very convenient and easy way to do that. Ну, собственно говоря, опять-таки о лекалах. Speaking of the patterns, В российской версии курса возникли большие вопросы у наших покупателей в том, что in the Russian version of the course, our customers had some difficulties because были сложности в распечатке лекал. There were difficulties in printing out the patterns. В данной версии курса мы эту опцию решили дополнить, и купив наш курс, вы можете получить напечатанные лекала базового размера, 26-го размера. In this version of the course, we worked on it, and now you can actually get the printed out patterns of size 26. И уже от этого размера вы сможете размножить, отградировать ваши лекала до необходимого вам размера. And using this single size, you can expand and make other patterns of different sizes using just this one. Собственно говоря, нашей англоязычной аудитории будет намного проще разбираться в размерах, так как в России Our English-speaking customers will have no trouble working with the sizes. Так как в России чаще используют сантиметровую градацию между размерами. Because in Russia, centimeters are used for sizes. А в англоязычной версии и, собственно говоря, на родине джинсов And in the motherland of jeans, so to speak, используют дюймовую градацию между размерами. inches are used instead. Так, окей. Я думаю, может быть, идем к изучителю. Можно мы, здесь у нас комментарии, позвольте прочесть, перевести. So I have a lot of clothes, but nothing can compare with the denim jacket. It's incredible, comfortable, wearable, durable, looks good, and I was abusing it quite well, and nothing happens to it. I was hiking, climbing rocks, throwing in a car, and it still looks as awesome as the first day I've made it. We'll make mom's jeans and a denim skirt for sure. Так, здесь, значит, перевод. У меня очень много одежды, но ни одна из них не может сравниться с моей джинсовой курткой. Она невероятно комфортная, ее очень удобно носить, ее, в общем, ничем не убьешь, грубо говоря, и она просто, я ношу ее постоянно, и ничего с ней не происходит. Я и в горы в этой куртке, и по скалам, и в машину бросала, или бросали, я не вижу, кто это. И все еще она выглядит так же прекрасно, как и в первый день, когда она была только сшита. Так что я с удовольствием обязательно сошью и джинсы Moms, а также джинсовую юбку. Все. Спасибо большое. Спасибо. Thank you very much. Как зовут этого автора? Пирожок с котом. О, пирожок с котом. О, наш любимый пирожок с котом. Ждем в гости. Я хотел бы рассказать про эту барышню. I would like to talk about this viewer. Я имею счастье быть знакомой с ней. I know her personally. Долгое время в Инстаграме я видел сторисы о том, что она пытается сшить эту джинсовую куртку по моему курсу. For a long time, I watched her stories on Instagram. She's been trying to make a denim jacket for a long time.
Но у нее была проблема распечатать лекала. but she had this very problem of printing out the patterns. Барышня, недолго думая, перепробовав все варианты с плоттером, She tried everything she could with the plotter, недолго думая, взяла и перевела на пленку через экран телевизора. and then she transferred the image from a TV screen onto a film, a plastic film, Контуры лекал. the contours of the patterns. А позже поняла, что у нее нету джинсового материала. And later she figured out she didn't have the denim fabric, Но есть огромное желание сшить джинсовую куртку. but a great desire to make a denim jacket. И барышня взяла джинсы своего мужа So she took her husband's jeans и выкроила новую свою джинсовую куртку по моим лекалам. and using my patterns, she made a denim jacket out of them. Таким образом появилась джинсовая куртка на другом конце света. This is how on a whole other end of the world, there's now a denim jacket, Несмотря на сложности ее воспроизведения. that was made despite the difficulties that were involved in making it. Я восхищен этой барышней за ее рвение получить все-таки эту куртку. I admire this girl for her zeal to actually finally sew this jacket. Ну, я тоже очень люблю пирожка с котом. I also like her very much. И у нас здесь один вопрос. Oh, Хочу sorry. похвастаться, что когда она была в России, она даже ночевала у меня дома. And I want to boast a little that when this viewer was visiting Russia, she actually stayed overnight at my place. Ну Ольга. и очень. Еще ждем гостей. Если кто-то будет в России из наших англоязычных подписчиков, приезжайте в Краснодар. Мы будем очень рады рады вас видеть. So, and I would also like to say that if you are visiting Russia, you're always welcome to visit Krasnodar and we can meet up. Ольга, у нас здесь комментарий, вернее, вопрос есть, позвольте перевести. We have a comment from Linda Schmidt. What should I look for in buying denim? The weave is special in some expensive jeans. Is there some nuance in the weave? Hello from Minnesota in the United States. So, Линда Шмидт спрашивает, что именно, на что уделять внимание при покупке джинсовой ткани? Может быть, специальное переплетение, да, плетение ткани в некоторых дорогих джинсах? Или есть ли какие-то нюансы в этом плетении? Это был привет из Миннесоты от Линды Шмидт. Спасибо, Линда, за хороший вопрос. Thank you, Linda, for a great question. При выборе джинсов в магазине именно готовых брюк, безусловно, нужно смотреть на их варку, автовошинг. When you're picking jeans out in a store, you have to look at the auto washing. То есть, если они светлые, голубые, значит, они подверглись слишком большим химическим химической обработке. Да. If they are too blue, too light, it means there was too much chemical treatment. Соответственно, они будут очень недолгий срок носиться. They will not serve you for very long. А как раз-таки темно-синий, тем более dry denim, raw denim, будут жить более долгую жизнь. And the darker jeans, raw denim, dry denim, they will live a lot longer. И не стоит забывать о том, что стрейчевые ткани имеют свой срок годности. Don't forget that stretch fabrics have their own
life expectancy, so to speak. И спустя 2 года после производства этого материала ткань теряет свои волшебные свойства. 2 years after the manufacturing, the fabric loses its characteristics, specifics. Ну и специально для этого курса мы сняли очень подробное видео, как выбирать именно этот деним материалы для того, чтобы сшить джинсовые изделия. In this course, we've paid much attention to picking out the denim fabric for making jeans. Это видео в ближайшее время будет доступно всем. This video will be available to everyone pretty soon. Ну, так как у нас осталось не очень много времени, И у нас есть еще комментарий. Давай. Отлично. Здесь, к сожалению, имя не сказано. Nick, always loving USA. Hello, sending hello from USA. Just wanted to say that my career in sewing started in Krasnodar on Krasnaya Street. And now, after 30 years of life in America, I use the basics all the time. It's Irina Mikhailovna left legacy of her work forever in my heart. Комментарий от Nick, always loving USA. Здравствуйте, передаю вам привет из Америки. Просто хотела сказать, что моя карьера в шитье началась в Краснодаре на улице Красная. И теперь, спустя 30 лет жизни в Америке, я все еще использую основы шитья постоянно. И Ирина Михайловна оставила свой огромный след своей работой навсегда в моем сердце. Спасибо большое. Спасибо большое. Я дополню от себя. На самом деле очень удивительно наблюдать за моими ассистентами, студентами, которые учатся уже в университете. И в любой непонятной ситуации, когда они шьют определенные узлы. It's very curious to watch my assistants and my students who attend a university, and when they work on something, Они обращаются не к книгам, а как раз-таки к видео Ирины Михайловны. they use not books, but Irina Mikhailovna's videos. И это удивительно, потому что Ирина Михайловна создала целую энциклопедию шитья. And that's amazing because she created a whole encyclopedia for sewing. А я хочу рассказать, как мама изначально скептически относилась к джинсам, но ей казалось, это какое-то такое странное мероприятие. Вот это Виталия, она, конечно, любила. And I also would like to say how my mom was so skeptical about all this denim story, and she thought that it was some sort of weird event, but she did love Vitaly. Ну, мама у нас очень любит платье, элегантную одежду. My mom loves the dresses, like elegant dresses, most of the time. И тут Виталий с какими-то джинсами. And here is Vitaly with some sort of jeans. Но после первой примерки... Примерки не было. Кстати, примерки не было. Но я помню... There was no fitting involved. Я помню, когда мама первый раз, как надела джинсы. I remember the time my mom tried the jeans on for the very first time. Она бегала по ателье. She was running around the atelier. У нее был шок. She was in shock. Она кричала: посмотрите, посмотрите, как классно на мне сидят джинсы. And she would yell, look at me, look at me, look how cool I look in these jeans. И это просто длилось долго, она не могла прийти в себя. And it lasted actually a very long time. She just was very happy with it. Ну, на самом деле, это мы говорим не для того, чтобы похвалить Виталика, хотя Виталика мы хвалим. All I'm saying is that I'm telling you this story not just to, speak nicely about Vitalik, although we do love him. Но просто на самом деле Виталий суперспециалист. It's just that Vitaly is really a great specialist and expert.
Безусловно, это был большой вызов для меня, This was undoubtedly a great challenge for me так как шить одно дело для мамы, because it's one thing to sew jeans for your mom, что очень сложно, which is difficult, а другое дело шить для суперпрофессионала и коллеги. it's a whole thing entirely to sew jeans for a professional and colleague. Не просто коллеги, а супермастера. And not just a colleague, but a grandmaster. И самый главный вызов, что эти джинсы шились без примерки, The main challenge was in the fact that these jeans were made without fitting, так как специфика работы с этим материалом because the specifics of working with this material не предполагает примерки, потому что они стираются после того, как будут изготовлены, сшиты. does not involve fitting because повтори, пожалуйста, Виталий, последнюю часть. Так как они стираются после примерки, They после изготовления, washed чтобы они сшиты. after they're sewn and fitted. И в эти лекала включен процент усадки самой ткани. And the patterns that we have in the course include shrinkage allowance. И примерка в этом случае просто бессмысленна. And fitting in this case is pointless. Здесь важны именно точно отработанные лекала, точно до миллиметра. The most important thing here is the very precise patterns. Ну и, собственно говоря, так как эта модель была отработана на моей маме, And since this model was many times fitted on my mom, я был спокоен в том, что эти джинсы станут любимыми для Ирины Михайловны, потому что они создавались именно для женщин. I was confident in the fact that that Irina Mikhailovna would love these jeans because they were made especially for women. Да. Ну и, собственно говоря, так как это сделано было для женщин, эта модель была сделана для женщин, And since this model was made for women, в ней особенность в том, что есть высокая линия талии подчеркивает любую фигуру. the high rise of these jeans underscores any peculiarities of physique. Достаточно свободная линия бедра создает любые бедра манкими или сексуальными. Any hip line will become attractive Аппетитными, да. and mom-like again. А зауженная линия низа And the narrow hem создает очень эффектную и аппетитную форму ноги. creates a very attractive and appetizing form of the legs. Что любая барышня, обладательница фигуры от кутюр, any woman who is a bit bigger in size, so to speak, будет чувствовать в моих джинсах Moms супермодель. will feel like a supermodel in my mom jeans. Окей. Я думаю, может быть, еще есть вопросы, зачитаем. Приветы, пожелания. Да, предыдущий комментарий, который говорила об Ирине Михайловне, ее зовут Наталья Тимофеева. Очень приятно, Очень Наталья приятно, Тимофеева. Наталья Тимофеева. Так, у нас есть вопросы? Пока нет. Окей, окей. Тогда я предлагаю потихоньку заканчивать сегодняшнее видео. Мы очень рады были те, кто смогли присоединиться к нашему. Мы очень рады, что столько людей присоединилось к нашему прямому эфиру.
Well, then, if there are no comments or questions, then I think we should wrap this video up. For now, I would like to say that we're very happy to see so many people online with us that decided to allocate some time to watch this live stream. Также для тех, кто посмотрит наше видео позже. And also, we're happy for anybody who would decide to watch this video a bit later. У меня есть пожелание. And I have a wish for you. Не бойтесь шить. Don't be afraid to sew. У вас все получится. You can do it. С такими учителями, как Виталий Шкригунов. Especially when you have such a great teacher as Vitaly Shkrigunov. Окей. От себя добавлю, я очень счастлив, что мой курс станет доступен и на англоязычной публике. Для меня это очень важно и ценно. I want to add that I'm very happy that our English-speaking course will be now available to the English-speaking community. This is valuable information. I feel great about sharing it. Что я смогу поделиться с вами своими наработанными практическими знаниями. I will be able to share with you the knowledge that I have gained through experience. И благодаря этому вы сможете воспроизвести на любых концах света новые джинсы, которые созданы специально для моей мамы. And with this course, anybody in any corner of the world will be able to sew jeans that I once made for my mom. И, собственно говоря, пройдя этот курс, вы не забывайте о том, что вы сохраняете память о джинсах, о швейном, подожди еще раз. Да. Не забывайте о том, что каждый раз обучаясь, вы сохраняете наработанные годами мой опыт. Don't forget that learning these things, you carry on the experience that I have gained in years and years of practice. И в дальнейшем, возможно, вы этот опыт передадите. Perhaps in the future you will pass this information on to your kids, descendants. И знать, что это будет не зря. And you will know that it will be for a good reason. А я хочу сказать, что если бы с нами была Ирина Михайловна, And I would like to say that if Irina Mikhailovna was with us today, она бы обязательно сказала, что швейная инфекция пошла. she would most definitely say that the sewing infection has started its way. Ольга, здесь... Эта инфекция долетела до Америки, и все заразятся и будут шить. So this sewing infection has spread all the way up to America, and everybody will get infected and will start sewing. Можно комментарий здесь, пожелания от Натальи Тимофеевой, что мы очень рады снова вас видеть. Пожалуйста, возвращайтесь с новыми идеями и новыми видео. Вы для всех нас являетесь, мы восхищаемся вами. Спасибо. Спасибо большое. Thank you so much. Thank you very much. Я думаю, что на этой прекрасной, положительной ноте мы будем завершать наш прямой эфир. And I think on this great, very positive note, we will close our video now. Обнимаем каждого, желаем швейного творческого настроения и покупайте наши курсы и шейте вместе с нами. Big hugs to all and each and every one of you. Buy fabric, sew, be creative. Ну, шейте, и это может каждый из вас. So, because anyone can do it. Напоминаю, что вы были на нашем YouTube-канале модной практики. So this is to remind you that this was Global Fashion Workshop channel. С вами была Ольга Паукшта. Best regards from Olga Paukshta. Виталий Шкригунов. Vitaly Shkrigunov. И вся наша большая команда. And our great team. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии.
Please subscribe to our channel, like and comment. Goodbye. Bye.